Привет, друзья! Привет! Наступила долгожданная весна. И скоро нас ждет замечательный праздник, 8 марта, который во многих странах отмечается как Международный женский день. Именно этот один день в году, когда женщина себя чувствует королевой, а мужчина хочет ей угодить, засыпать ее подарками, сделать что-нибудь этакое, чтобы его королева была довольна. И что? Ну, не совсем единственный день в году. Ну, это только у некоторых мужчин. Но обычно мужчины в этот день дарят женщинам цветы, но думается, что можно свою любимую удивить чем-нибудь сделанным собственными руками. И мы хотим вам предложить как раз такой рецепт, который любой мужчина, не очень опытный на кухне, может исполнить в лучшем виде и удивить свою любимую. Мы этот рецепт назвали «Рыба в чешуе». Ваша главная задача, дорогие мужчины, найти только подходящее рыбное филе, которое любит ваша любимая. И мы взяли лосось. Вы можете использовать филе скумбрии, филе судака, любое филе сибаса, дорады, которое у вас есть в наличии, для того, чтобы приготовить эту рыбу в чешуе. Да, а кроме филе понадобится только картофель, лучок, лимон, ну и соль, перец, как обычно. Ну и заполировать все надо растительным маслом. Да, это всегда найдется у вас дома. Ну что, поехали. Подсолим воду, в которую будем складывать наш нарезанный картофель. Картофель нарезаем на очень тонкие ломтики. И перекладываем их в подсоленную воду. Рыбное филе тоже нарезаем на тонкие ломтики. В 4 руки-то быстрее получается. Ну, конечно, быстрее получается. Но если вы хотите порадовать и удивить свою любимую девушку, тогда вам надо будет это делать Делайте все одному. это по секрету. По секрету. Так, последний важный ингредиент – лук. Режем его полукольцами. Я дорезаю рыбу. Вот, ты справишься. Ты веришь в меня? А еще бы. Ты доверяешь мне на 8 марта себе приготовить вкусную Мы рыбу? это для ускорения процесса же делаем. Я бы как бы должен был... Так все мужчины говорят. Дорогая, помоги сделать тебе сюрприз. Ну, вот, собственно говоря, и весь процесс подготовки. Все, мы все приготовили. Можем приступать уже, собственно, к приготовлению. Самое главное сейчас укладка блюда. От того, как красиво вы это сделаете, таким замечательным и восхитительным и аппетитным будет ваша рыбка в чешуе. Приступим. Картошечка у нас минут 15 постояла в воде. Мы сливаем воду. И теперь надо картошку просушить. Выкладываем ее на бумажные полотенца. Накрываем другим бумажным полотенцем и промокаем. Чем суше будет картошка, тем красивее получится наша картофельная чешуя. Противень накрываем бумагой для выпечки и смазываем растительным маслом. Картофельные ломтики выкладываем внахлёст. Заполняем так весь противень. Теперь надо его посолить и поперчить. Теперь наступил черед нашей рыбки. Давай.
Доверяешь? Я буду укладывать рыбу. Это самая ответственная часть, так и быть. Я бы мог это Рыбу сделать надо сам. укладывать плотненько, не жалея филе. Вот так просто. Одну к другой. Очень-очень плотно. Я бы тоже справился. Ты бы справился лучше. Но рыбу нарезала я. Я за нее несу ответственность. Все, рыбка готова, мы ее уложили. Теперь рыбку надо посолить, сбрызнуть лимонным соком. Лимонного сока можно не жалеть, он сделает нашу рыбу только вкуснее. И настало время лука. Мни его и прямо вот так Вот так, обсыпай, вот так. орошай рыбу. Вот так вот прямо. Да, вот так вот так вот. Во, хорошо. Видишь, какой запах пошел? Вот здесь. И выходим на финишную прямую. Выкладываем верхний слой картофеля. Слегка его прижимаем. Солим. Присыпаем полосками сладкой паприки. И сбрызгиваем растительным маслом. Отправляем противень в духовку, разогретую до 200 градусов, минут на 45-50. Следите за готовностью картофеля. Он должен подрумяниться и образовать вот такую картофельную чешую. Отрежем кусочек. Можно лопаткой, нож здесь не нужен. Вот она какая! Рыба в чешуе. Положим на тарелку, украсим свежими огурчиками, томатами черри и парой ломтиков лимона. Приятного аппетита! Что? Ну, попробуй, что тебе муженек приготовил. Такой праздничный день. Сейчас попробуем, какую ты мне рыбку в чешуе приготовил. Сейчас полюбопытствуем. Нет слов. Рыбка замечательная. Сочная. Нежная. Ну и картошечка. Да, чешуя получилась изумительной. Для всех любителей картошечки самый безопасный способ запекания в духовке. Самый полезный считается. Да. Как видите, как и обещали, все действительно очень просто и быстро. Так что, дорогие мужчины, Берите на вооружение. а вас, дорогие женщины, мы от души поздравляем с наступающим праздником. И надеемся, что мужчины вас будут радовать не только в этот день. А вы, дорогие мужчины, пишите комментарии и расскажите, как получилось ли у вас удивить свою любимую своим кулинарным искусством. И никогда не бойтесь фантазировать и экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте своих любимых 365 дней в году. И не забывайте ставить лайки, хотя бы иногда. Пока! Пока!